Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами соберем карапуза из новой серии, мохнатенького. Но вы, наверное, заметили, что в последнее время мне хочется разделить мальчиков и девочек, сделать у них какие-то отличительные моменты в оформлении. В этот раз произошло то же самое. Мальчик уже готов, вы его все видели. И сегодня мы соберем ему подружку, девочку. Различие будет такое, что волосики, как всегда, у девочки будут светлее. И еще у девочки немножечко меньше мордочка. Я подумала, что так будет милее, если у девочки будет побольше колючек. Прежде чем начать, я хочу показать вам, как я вяжу эту пряжу, чтобы не возникало уже у вас сомнений. У нас мордашечка готова, да? Конец ряда у нас был, окончание ряда было здесь. Мы с вами провязали 70 петель, чтобы опустить вот этот вот переход вниз головы. Теперь мы переворачиваем деталь наизнанку и будем вязать в обратном направлении уже пряжей для наших иголочек. Ничего сверхъестественного, вяжем теми же самыми столбиками без накида. Единственное, это делается для того, чтобы пух оставался на лицевой части. Начинаем мы вязать, подсоединяемся. И что я делаю? Я беру и каждый раз вот так вот пальцами выпрямляю ворс, чтобы он не лежал по нити, а торчал в сторону. И провязываем. И опять поправляем. И вот так вот пальчиком расправляем ворсинки. Провязываем дальше наши столбики. Каждый раз, да, это будет медленно, но зато полностью все эти пушинки, можно сказать, все это богатство останется на нужной нам с вами стороне. Вот так каждую петелечку мы должны порадовать своим вниманием и расправить все пушинки. Слышала я много вариантов, что все это лишний труд, и можно вязать обычно, как всегда, и потом вычесать пух. Я попробовала. Пряжу хлопок травка действительно очень легко вычесать. И игрушки из нее можно действительно не мучиться и вязать по лицевой стороне. Но пряжа Париж, ворс у нее пух очень длинный. И он завязывается, если вот не расправлять пух, он завязывается прямо в несколько петель. Уходит эта пушинка. Ничего подобного, он не вычесывается во всю длину. Он вычесывается только какая-то его часть. Поэтому нужно вот так вот постараться, чтобы все эти длинные красивые пушинки остались там, где нам с вами нужно. Получается такая прелесть. Видите, какие длинные. Уже с этим пухом можно работать. Можно формировать колючки, можно даже где-то подстричь, если надо будет. Он всю длину нам отдал. Теперь мы, наконец, возьмемся за нашу девчонку. Первое. В МК я вас попросила не завязывать до конца голову. Оставить 12 петель, отверстие. Вот я маркером петлю подхватила, чтобы она не убежала. И оставить такой хороший, приличный кусочек нити. Чтобы нам хватило завязать отверстие и потом его стянуть. Для чего это сделала? Мордашка у нас набита не очень сильно. Это я тоже в МК писала. Не нужно ее разбивать прям до такого шара, потому что носик должен же быть аккуратный. Это же ежичек, мордочка должна быть такая,
ну, узенькая. Когда я набивала мордочку, я придерживала вот так пальцами эту часть, чтобы не сделать ее излишне объемной. Ну, чтобы как бы зафиксировать и не разбивать ее лишним наполнителем. Поэтому, чтобы все это осталось так, как нам нужно, я не добивала до конца затылок. Нам же хочется, чтобы затылок был выпуклый, такой красивый, кругленький. Он у меня практически вот здесь, ну, еще очень много места. Оставила так, когда мы оформим все личико, все нити, все глазки, все установим, тогда уже мы добьем, как нам нравится, затылок. Вот эти нити от глазок, от бровей, от всего зафиксируют вот этот наш наполнитель здесь и, ну, не дадут ему расширить наш носик тому, который мы потом добавим в затылок. Все. Первое, что мы делаем, это будем ее подстригать. Берем мы с вами такую штуку. Многие рукодельницы уже это дело хвалят. Липучка для одежды. Вот это берем такой кусочек, вот эту часть, которая у нас как с крючочками, жесткую часть. Этой частью мы вычесываем вот такими вот движениями, вычесываем наш пух из мордочки. Для чего я хочу ее подстричь? Потому что я очень много пушистых игрушек пересмотрела, когда захотелось мне заняться мохнатенькими игрушками. И что я поняла для себя? Мне не нравится, когда неаккуратная, неопрятная мордашка, ворса торчит в разные стороны. И ну, смотрится игрушка действительно неаккуратно. Поэтому я решила пойти по стопам игрушечников, которые шьют игрушки. Вот они очень часто либо гладкие мордочки шьют, либо выщипывают этот ворс смеха именно на мордочке, чтобы она была гладенькая. Ну, даже у живых животных у них на мордочке намного короче шерсть, чем на всем остальном туловище. Вот, мы ее так немножечко расчесали, распушили. И что мы делаем дальше? Мы берем и в обратную сторону поднимаем весь пух с носика. Ну вот с вот этой вот части. Нам нужно подстричь пух там, где у нас будут до того момента, где будут глазки. Вернее, не до, а включая это место. Вот примерно вот такой диаметр. Все мы это приподнимаем и работаем и липучкой, и ножницами сообща. Поднимаем, как нам удобно. И острыми, не очень большими ножницами начинаем это дело нещадно состригать. Вот. Процесс не очень быстрый. Вы несколько раз еще после того уже, как состригаете, еще поработаете немножко липучкой. Какие-то волосинки, может быть, спрятались, какие-то замялись, когда вы стригли. И вот так вот по кругу мы себе делаем такую вот малопушистую мордашку. Вот я еще раз покажу. Дальше я снова это дело повторяю, эту процедуру. Вот опять какие-то длинненькие волосинки у меня появляются. И опять же я вот так вот приподнимаю ножницами и состригаю. Так мы делаем всю мордочку. Ну вот я подстригла мордашку, низ, как бы подбородочек, да, и выстригла кружочек волосиков, чтобы нам потом было удобно пришивать тело, чтобы не мешали нам такие длинные ворсинки. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны установить глазки. Я вот уже немножечко наметила иголочками
где будут глазки. Глазки у нас находятся, мы с вами определяем, ну, находим это место, где вот мы делали 6 прибавочек на лобик. Вот его очень хорошо видно, выпуклый полукруг. И вот с двух сторон этих прибавочек мы будем устанавливать глазки. Как их устанавливать? Глазки у нас вот такие, как пуговички на ножке, пришивные, пластиковые, диаметр 9 миллиметров. Мы их будем устанавливать с помощью прочной нити, но ножка очень толстенькая, и нам нужно предварительно подготовить отверстие, чтобы ножка туда спряталась. Я вот такую штуку придумала. Беру пластиковую спицу толстую для вязания толстой пряжи. По-моему, она 6 или 8 миллиметров. Ну, такая толстая спица. И потихонечку в намеченное отверстие между петель потихонечку ввожу эту спицу. Очень аккуратно, девочки. Хлопок все-таки основа у этих ниток хлопок. И не такой он уже эластичный, например, как шерсть или акрил. Поэтому потихонечку, очень медленно вкручиваем эту спицу, расширяя тем самым отверстие, чтобы нитка не разорвалась и мы не испортили мордашку. Вот, видите, отверстие расширяется. Потихоньку я его подготавливаю. Пусть даже так немножечко полежит, как бы зафиксируется. А мы пока нить вставим. Все время я вам говорила, нить очень прочная. Раньше я не знала, у нас в магазине она без опознавательных знаков продавалась. И вот я подобные нитки увидела в Леонардо. Они были с биркой. И оказывается, это капрон. Или вот у меня есть Левсан. Они очень похожи. Вот такие ниточки мы используем для вышивания бровок, ротика, для установки глазок. Вот. 8 ниточек получается. Я 4 в 2 сложения. 8 ниточек я подготовила себе такую нить. Ну вот здесь снизу, где у нас будет пришито тело, чтобы это все скрылось, мы вводим иглу и выводим в это отверстие, которое мы расширили, подготовили. Вот так. Захватываем глазик и туда же аккуратно возвращаем нить. Естественно, стараемся не проколоть первую нить, ну, начало нити, чтобы оно у нас скользило. Вот так, видите, ниточка скользит, значит, мы нигде ее не зацепили. Ну и теперь нужно очень... Сейчас я иглу убираю. И теперь нам нужно очень аккуратно глазик ввести, вдавить, чтобы он провалился в наше вязание, чтобы ножка у нас потом не была видна. Вот. Вот так вот мы вставили глазик. Сейчас мы это все дело завяжем, подтянем. И один глазик у нас уже будет установлен. Подтягиваем, чтобы глазик вдавился, чтобы появилась такая живая впадинка для глаз. И закрепляем, завязываем на несколько узлов. То же самое мы будем проделывать со вторым глазиком. Расширим отверстие, установим второй глазик. Когда будете затягивать, очень внимательно следите, чтобы впадинки для глазок были, естественно, одинаковые. Ну вот, я установила второй глазик и уже немножечко наметила кое-что для оформления личика. Сейчас мы с вами вышьем бровки. Бровки я наметила самоисчезающим маркером, чтобы посмотреть, как она будет смотреться
с ними, чтобы быть уверенным, что в нужном месте мы определили бровки. У меня бровки через 5 рядочков от глазика. Вот считаю: 1, 2, 3, 4, 5. Между 5-м и 6-м рядочком от глазика я наметила небольшие бровочки по 2 петелечки в длину. Взяла такую же нить, вот эту вот тонкую, и в 2 сложения, тоже через низ, ввожу. Бровки мы никак утягивать не будем. Мы их просто вышьем полосочками аккуратненькими. И все. Вводим через низ, выводим там, где наметили. Вот, 2 петелечки прокалываем. И через весь лобик идем ко второй бровке. Выводим тоже там же, где наметили. Аккуратненько. Вот так. И через 2 петелечки прячем и выводим опять же вниз нашей головы. Так, мы с вами наметили бровочки. Теперь мы, естественно, отрезаем иглу и закрепляем, завязываем начало и окончание нашей ниточки на несколько узелочков. Ниточка скользкая, поэтому делайте 4-5 узелочков, а потом мы вообще это все наши хвостики объединим в один узел, чтобы они не расслабились. Вот так у нас есть бровки. Еще я делала такую штуку. Есть такие вот фломастеры, они вроде бы как для детского творчества, но очень многие рукодельницы их хвалят, что их не нужно закреплять утюгом, и их можно стирать изделия, и они никуда не пропадут. Очень себя хорошо зарекомендовали текстильные маркеры. Это для детей, чтобы они себе футболочки разрисовывали. Я тоже его использовала. Вот коричневый я брала, и мальчику вот я немножечко как бы подтонировала, подрисовала бровки, чтобы темнее это место было, чтобы это место было темнее, и ниточка сильно за ворсу не спряталась, чтобы было их заметно. Вот слегка я небольшим таким чуть-чуть и вот так, потому что наша пастель, она может стираться, конечно, а эта штучка останется. Вот совсем чуть-чуть, несколько таких вот точечек, чтобы не получились очень жирные и очень грубые. Вот так чуть-чуть. Вот. Далее нам нужно вышить ротик. Точно так же этой же нитью мы вышьем ротик. Я наметила вот такие точечки. Смотрите, внизу у основания вот нашей вот этой выпуклой мордашечки я тоже, методом проб на глазок. Никакая игрушка не может быть одинаково, стопроцентно с предыдущей. Вы, смотря как набьется мордочка, правильно, как ляжет наполнитель, смотря как у вас было настроение, как плотно вы вязали, они будут немножечко разные по выражению мордашки. Вот я определила уголочки нашей улыбки. Немножечко по-другому теперь буду делать улыбку. Вот на таких выпуклых мордашках. Видите, вот такая прям, такой получается он задорный, добренький.
Вот. И центральная точка должна быть здесь вот на нашем овальчике. Для начала нашего вязания мы определяем центр. Тоже ставим точечку. Тут будет у нас потом пришивной нос. И вот по этой точечке стараемся ровненько провести линию и центр этой улыбочки найти. И вот эту третью точку мы поднимаем на 3 рядочка. Вот, раз, два, три. На 3 рядочка ставим. Теперь попробуем вышить наш ротик по нашим намеченным точкам. Итак, вот это будет первая точка, это вторая, это третья и вот это четвертая. Вводим через низ головы в первую точку иглу. Во вторую вводим иглу и выводим в третьей точке. Вот здесь, вот так. Немножечко. Ниточку расправляем. Теперь мы захватываем эту ниточку иголочкой. Вот так. Захватили, приподняли. И теперь вводим в четвертую точку. И выводим вниз. Вот у нас получилась с вами вот такая вот улыбочка почти до ушей. Равняем все ниточки, смотрим. Если нам что-то не нравится, если мы немножечко перекосили где-то, и вот черная нитка, ну, конечно, уже видно намного лучше, чем просто точечками, то можно, естественно, все разобрать и переделать, не закреплять. Но если все нравится, то тогда, опять же, мы закрепляем внизу узелками нить и продолжаем дальше работать. Далее мы должны с вами пришить наш вязаный носик. Что я сделала? Когда мы связали носик, мы вывели ниточку на изнаночную сторону. А вот она. И оставили отрезочек такой подлиннее. Я взяла, разделила ниточку на 2 части. Она у нас из 6 нитей по 3. Одну часть вставила в иголочку и продела рядом с какой-то петелечкой через какой-то небольшой промежуток. И объединила, завязала на узелочек. И таким образом мы это дело закрепили. Носик получился вот идеально ровненький, без ступенечек, все красиво. Одну часть мы трогать не будем, ее потом просто спрячем в носик. А второй частью мы будем носик пришивать. Почему нить разделила? Потому что толстовата эта нить, чтобы ей носик пришивать. Половиночки как раз будет достаточно. Мы вставим ниточку в иголочку небольшую. В материалах я вам писала иголочки 15, 10 и 5 сантиметров. Вот 5 сантиметров иголочка небольшая, как раз для таких целей пришивать мелкие детали. Теперь нам нужно наметить, где будет наш носик. Это несложно, потому что мы будем ориентироваться точно на вот этот вот наш овальчик, нашу спиральку, по которой мы начинали вязать. Вот, мы прикладываем, определяем, вот видите, вот прям идеально оно идет, вокруг носика пошли ряды. Вот вы почувствуете, где его нужно поставить. Вот центр, и пару рядочков мы вот так поднимаем его чуть-чуть, чтобы центр спрятался под центром носика. Дальше мы смотрим, чтобы по центру был наша губка, ротик, полосочка это наша. Вот. Все нас устраивает. И, естественно, мы его должны так зафиксировать, чтобы мы не сдвинулись никуда. Берем иголочки и закрепляем. Вот так. Естественно, носик мы не пришиваем плашмя, чтобы прям его, как бы, получается, не вставляем
мордочку в носик. Чуть-чуть мы его оставляем, пустоту внутри, а потом мы ее заполним, чтобы носик был красивый, выпуклый. И все. Начинаем шить стежочками, как он называется, шов назад игла. Я его называю шов, который имитирует машинную строчку. Выводим мы ниточку, вот у нас идет боковой рядочек петелек, крайний ряд, и под петелечкой мы выводим иглу, вот, и начинаем шить иголочку на одну петелечку назад. Там, где шов, конечно, вот мы же начинаем в месте, где был шов на носике, соединительные столбики, там жестковато. Вот этот один стежочек будет не очень удобно делать. А дальше все пойдет очень даже удобно. Вот мы назад сделали стежок и захватили тельце. Вернули иголочку на, получается, 2 петельки вперед. На 2 петли в носу, 2 петельки вперед отступили. И опять же делаем стежок назад. Возвращаемся в петельку. Аккуратно. Даже все у нас до сих пор это грубая петелька рядом со швом. Вот, вернулись, подхватили тельце и продвигаемся вперед. Если не очень вам удобно, можно пинцетом себе помогать и иглу вытаскивать из шитья. Вот, и так продолжаем. На одну петелечку вперед и возвращаемся назад. Шьем такими вот стежками назад, вперед. Подхватываем тело, продвигаемся на пару петель. И точно так же носик на 2 петли вперед. А возвращаемся на одну петельку. Так получится, что мы с вами простегиваем каждое основание петли. Каждая петелька будет нами подшита. Ну, таким образом пришейте, пожалуйста, носик практически до конца. Я вернусь к вам, когда останется вот такое вот небольшое отверстие внизу. Вот я прошила почти весь носик. Осталось у меня вот такое вот небольшое отверстие. Вот эти ниточки, которые у нас были внутри носика, мы сматываем в такой небольшой пучочек. И с помощью пинцетика, у меня вот такие вот есть зажимчики, вводим это все в носик. Если носик не стал еще, ну не хватило вам этих остаточков, и носик не стал такой выпукленький, да, симпатичный и упругий, возьмите, пожалуйста, у каждой рукодельницы всегда есть какие-нибудь остатки ниточек, да, которые мы когда-то использовали. Возьмите черные ниточки, любые. Почему черные, почему ниточки? Кто-то подумает, можно вату или наполнитель. Просто все равно у нас есть микроскопические отверстия в вязании. И не хотелось бы, чтобы носик просвечивал беленьким наполнителем. Правильно? Мы же хотим, чтобы носик был идеальный, красивый и черненький. Поэтому мы вот какими-нибудь такими остаточками заполним его и будем уверены, что он у нас будет черненький. Вот так. И теперь можно закончить и сделать еще 2-3 стежочка и закончить пришивание носика. А хвостик
который у нас останется, мы вденем в длинную иглу и выведем вниз головы. Ну, если у вас хвостик не сильно большой, то в голову, чтобы спрятать все. Я вообще стараюсь оставить хвостик подлиннее, чтобы мне хватило вывести вниз головы и там его закрепить, чтобы здесь на носике не делать никаких ни узлов, ничего. Мы несколько раз петляем стежки, туда и обратно. Они очень хорошо держатся, поэтому не нужно прямо под носом делать какие-то узлы, а лучше вывести вниз головы и там закрепить. Вот так. Есть у меня вот такая очень тоненькая длинная иголочка. Я в нее переставлю нить и наверное не ту взяла. Прошу прощения. Вот она. Думаю, как-то коротковато. Не хватит до низа. И выведу ее вот сюда. Вот так. И закреплю ее потом со всеми остальными ниточками, когда буду общий делать узел, закреплять все ниточки. Далее, друзья, мы должны с вами заняться пришиванием ушек. Последняя деталь оформления головы. Что нужно сделать? Нужно так же, как и мордочку, расчесать, чтобы красиво в пушок превратилось все. Весь наш ворсинки наши. Потом, конечно же, подстричь. Вот это вот все мы возьмем и сострижем. Сзади будет ушко пушистое, а внутри нет, не сильно. Вот так мы это все сострижем. Внутри постараемся выстричь. Вот. А сзади оно у нас будет такое вот пушистенькое. Что дальше нужно сделать? Еще мы возьмем с вами, ниточка наша состоит из двух частей. Одна хлопок, а вторая часть вот как раз вискоза с этими пушиночками. Мы с вами возьмем и вот так вот это дело раскрутим. И хлопковой ниточкой будем ушко пришивать. А пушистую просто иглой потом введем в голову. И все. Еще мы, прежде чем пришивать, удобнее будет сейчас немножечко затонировать центр ушка. Для этого нам нужно будет с вами взять пастель. Вот мальчика я тонировала вот таким шоколадом. А девочка вот прямо идеально подошел цвет под наши волосики. Ну, чтобы гармонично смотрелось, я думаю, что тонировку нужно все-таки подбирать под волосики. И вот мне повезло, у меня прямо вот идеально цвет подходит. Я беру и вот так вот без особых стеснений делаю такие вот штуки внутри ушка. Потом беру жесткую кисточку и лишнее убираем и красивенько распределяем. Вот такая получилась сразу оп, и наше ушко ожило. Точно так же мы сделаем с нашим вторым ушком. Кисточкой все это распределим, лишнее уберем. Вот так. Теперь будем ушки пришивать. В небольшую иглу вставим хлопок. Прежде чем пришивать, мы должны определить место.
это тоже путем проб. Как вам понравится, вы будете подбирать, где вам. Кому-то так нравится, кому-то вообще видела вот так аж прямо в самый низ головы крепят ушки. Ну, мне больше нравится вот так вот по центру, примерно на одной линии с глазками. Чтобы было удобно пришивать, я взяла и тоже липучкой, использую ее как расческу, сделала такой пробор, разъединила наши, прям так пригладим, чтобы нам сейчас ничего не мешало. И будем наше ушко пришивать. Стежки можете здесь выбрать, какие вам удобно. Круговые или назад игла. Здесь ничего не будет видно. Наш пушок все спрячет. Как вам будет удобно, такие стежки делайте. Мне показалось, что удобнее круговыми. Вот прям захватывать по спирали. Иголочками закреплю, чтобы не сдвинуть ушко по линии волосиков. Или как наших иголочек. Я прикрепляю ушко иголочками. И все, эту ниточку отодвигаю. А этой начинаю подхватывать ниточки, вернее, вязание головы. И потом вот так вот по спиральке буду прокалывать ушко. Руками придерживаю наши пушинки, чтобы все это в шов не вбилось и не начало ничего запутываться. И вот такими стежочками пришиваем наши оба ушка. Когда дошью ушко до вот этой точки, вот до отсюда, когда дошью, сделаю небольшой 1-2 узелочка незаметных и выведу вниз головы. И тогда в большую иглу вставлю вот эту нить и с этой стороны тоже выведу вниз головы. И внизу потом уже все это закрепим. Вот, девочки, я дошила уже вот сюда. Возьму где-нибудь здесь снизу ушко, сделаю один небольшой узелочек. Так хорошо затяну один разок. Переставлю нить в длинную иглу. И выведу это все благополучно вниз головы. Вот так. Вот так хорошо подтяну. То же самое сделаю с этой ворсистой ниточкой. С этой стороны ушко. Таким образом ушко еще больше закрепится, но будет меньше вероятности, что его ребенок сможет оторвать, потому что мы его с двух сторон еще вот через низ закрепим. Ой, вот так. И завяжу между собой эти ниточки, объединю в один узелочек. Вот так.
Второе ушко я сейчас пришью точно так же. Ушки я закончила. Теперь осталось у нас одно единственное дело. Нам нужно добавить красивый круглый затылочек. Я вот так с помощью нашей помощницы расчесочки убрала это все, пух, чтобы было легко добавлять. И теперь буду добавлять именно вот в макушечку, распределять под вязанием именно вот здесь. Видите, я вот так и пальчиком именно вытягиваю макушечку, чтобы голова была красивая, круглая. Вот так она прям растягивается, ниточка мягкая, и вытягивается красивый затылок. После того, когда я добавлю столько, чтобы затылочек стал более плотный, более округлый, я провяжу последний ряд 6 убавок. Вот у меня сейчас отверстие из 12 петель. Я провяжу 6 убавок ниточкой, которую вот оставила метра полтора примерно. Провяжу эти убавки, и точно так же, как ушко, эта нить тоже состоит из двух. Одна вот ворса, а вторая основная нить. Точно так же раскручу нить и стяну отверстие с помощью иглы гладкой нитью, которая без ворсы. Ну и естественно потом все ниточки выведу вниз головы. Видите, как красиво округляется затылочек? То была голова такая плоская, а теперь приятно посмотреть, такая кругленькая становится. Ну вот, девочки, я добавила наполнитель, голова округлилась, вот здесь стала плотненькая, нить разделила, связала 6 убавок, и теперь по кругу пытаюсь стянуть это отверстие. Вот так вот делаю такие стежочки и вот так вот подтягиваю. Отверстие становится меньше. Видите? Вот так. В конце можно прям стянуть обе стороны. Вот так. Сейчас сделаю пару узелочков. Потом это все равно все распушим и расчешем. Вот так. Закрепляем. Еще разочек. И ввожу вниз головы. Точно так же вывожу вот эту ниточку пушистую, которую я отсоединила. Все. Теперь мы это все закрываем. Внизу все ниточки собираем. Скручиваем одним жгутом и завязываем в один узел.
Отрезаем хвосты. И наша голова практически готова. Еще можно немножечко, не можно, а нужно, мне так кажется, сделать тонировку носика и глазок. Вот как мальчишки я делала на носике и вокруг глазок. Немножечко тонировала кисточкой. На листик можно чуть-чуть вот так вот ножничками настружить пастель. Кисточкой чуть-чуть берем. Совсем понемножку, чтобы не испортить. И вот так вот по чуть-чуть втираем вот сюда пастель. Сразу становится более живой игрушка после таких действий. Более интересный. Под глазками. Не спешите, по чуть-чуть, чтобы не переборщить. Много не надо. Оно же достаточно совсем на один оттенок, на один тон, вернее, темнее сделать вокруг глазок основу, и уже более выразительный становится взгляд. Это тоже творческий процесс. Вы сделаете так, как вам понравится. Подберете цвета, какие вам понравятся. Конечно, совершенно не обязательно девочку делать с такими светлыми волосиками, иголочками. Ей тоже будет замечательно с темными. Мне просто хотелось показать вам варианты, что можно экспериментировать. Я думаю, что с темными коричневыми каштановыми иголочками она хуже не будет смотреться. Как по мне, так основная разница это, что сама мордочка у девочки чуть-чуть меньше, а у мальчика немножечко больше, лоб, выше лоб. Чуть-чуть подальше начинается прическа. А остальное все уже зависит от вашего настроения и от вашей фантазии. Конечно, я, может, еще потом чуть-чуть над этим поработаю. Сейчас не буду тратить на это время. Далее мы будем пришивать туловище, вернее, голову к туловищу. Теперь мы с вами должны пришить голову к телу. Голова у нас связана отсюда, поэтому ряды идут по-разному. Объединить ряды не получится. Придется намечать на глазок, чтобы голова была ровно. Вот так. И подхватывать это дело иголочками. Стараться, уже даже не такими, а иголочками пожестче. Вот. Но одно я вам скажу, что вот здесь у нас пойдет шов по светлому. Должны объединиться две светлые стороны детали. Все волосики, они у нас останутся спрятаны в шейку. Я имею в виду, полоса должна быть не видна. Вот так будет правильно сказать. Вот так, видите? Вот, смотрим, чтобы она была
не перекошено на бочок. Стараемся убрать наши колючки, заколоть еще где-нибудь, чтобы вот так она не сильно ерзала. Главное начать шить. Когда уже более-менее начнешь, оно потом уже пойдет ровно. Вот так. Объединяем мы с боком место, где у нас нить, вот тут, где начинается личико, мордочка. Иглу берем обычную цыганскую, ну, примерно 10 сантиметров. Вот такая толстенькая игла нужна для того, чтобы пришить детали головы к детали тела. И начинаем подхватывать стежочки, петелечки на голове и поочередно. Вначале на голове, потом на теле. Я шью той же самой нитью, которую вот оставили мы как тело игрушки, чтобы шов было не видно, оно все сольется. Я ежика собирала, мальчика, я бы не сказала, что ей было очень сложно шить. Потом делаем вот такой вот стежочек за петельку тела. Так между петель беру. Вот так. Ниточку, конечно, нужно постоянно расправлять, но она не путается. Можно ей шить. Спереди сейчас вот я сбоку дойду именно до мордочки. Я шила прямо петля в петлю ровненько. Ну а уже там, где наши волосики, наши иголочки, прическа, скажем так, там можно шить как получится, потому что волосинки эти, пушинки все равно все скроют. У мальчика волосики опустились на спинку, вообще не видно никакого ни шва, ничего. Вот здесь, в этом месте, эту иглу уже можно убрать. Теперь я начинаю шить петля в петлю. Вот так прокалываю здесь одну петелечку. Видите, вот за одну петелечку проколола. И точно так же вот так вот за петелечку одну. Вот. Подхватываю одну петелечку на мордочке. Одну на теле. Одну рядышком, следующую на мордочке. Получается, этот отрезок идет по прямой, петля в петлю. Вот я прошила этот ровный участок. Что девочки делают дальше? Тело у нас набито, и оно кругленькое, да, уже имеет, ну, круглую форму. Дальше мы будем ориентироваться только по нему. Сделали как нам надо перед, все красиво, ровненько, голова на бок не завалена. А дальше теперь вот как оно становится по кругу. Вот так раз. Как становится, так и шьем. Подхватываем петельки, чтобы на голове, я имею в виду, туловище мы подхватываем каждую петельку, а на голове подхватываем петельки так, чтобы запуталась.
подхватываем петельки так, чтобы по кругу деталь подшивалась по кругу, не квадратом. Старайтесь закруглить. Шов, чтобы шейка красиво пришилась. И все. Таким образом мы тоже дошиваем практически до конца круга. И когда у нас останется небольшое отверстие, нужно будет добавить немножечко, расправляем наши пушинки, чтобы не вшить их, не запутать. Нужно нам будет добавить наполнителя в шейку, чтобы там не было пустоты после объединения деталей. И после того, как наполнитель добавим, зашьем до конца и хвостик нити закрепим и спрячем в туловище игрушки. Видите, как я шью? Ничего как-то особо не делаю, просто вот стараюсь ровненько деталь держать и примерю куда, и там делаю прокол. И так продвигаюсь по кругу. Ничего особо здесь сложного нет. Главное ровно выставить подбородочек. Далее все получится обязательно. Ну вот, девочки, я практически прошила по кругу. Осталось у меня маленькое отверстие. И сейчас что я буду делать? Я буду добавлять наполнитель, которого не хватает. Вот здесь вот прямо пусто. Мы же не могли набить деталь до такой степени, чтобы она... И пришивать было бы неудобно, если бы очень сильно верх был набит. Поэтому мы теперь вот так вот вытягиваем шеечку и добавляем наполнителя, чтобы у нас появилась шейка стройная. Вот. Я пальцами во все стороны. Вот с этой стороны и сюда вниз. И сзади тоже. Вот так. Добавляем этой дамочке. И вот так. Вот. Видите, как вытянулась шейка. И теперь зашьем отверстие последнее, маленькое, и спрячем остаток нити. Если вам мешает, то вы время от времени помогайте себе, расправляйте, расчесывайте волосики. Ну и все, теперь я продолжаю точно так же зашивать. Ниточка уже расслоилась. Оставляйте лучше подлиннее нити для пришивания, потому что от частых стежков она вон расслаивается, потом тяжеловато в конце шить. Вот так.
Вот и все. Теперь я сейчас сделаю узелок и ну и все, возьму большую иглу, введу ее рядом с узелком далеко в туловище. Вот так. Голову мы пришили. Теперь нам нужно пришить ручки. Ручки мы пришиваем немножечко ближе к переду, к лицу, чем сзади. Посередине пришивать не надо, будет некрасиво. Пришиваются они в начале шеи. Ну, 3 ряда мы вязали шеи. Вот 3 ряда мы отступим и будем вверх лапки пришивать ниже 3 рядов. Я взяла более-менее подходящие по цвету бежевые нитки, хлопок стопроцентный, жесткий. Взяла в 4 сложения. Сделала небольшой, сделала узел на конце. Нужно ввести, вот тут у нас скос детали, вот он наш шов. Нужно найти где-нибудь отверстие между петель, чтобы оно было покрупнее. Вывести где-нибудь наоборот, между ниточки, чтобы плотно выходила игла. И протянуть узел вот так внутрь детали. А здесь она не выскочит, потому что мы закрепили ее нить между петли. Итак, постараемся наметить себе, вот я 3 ряда опускаюсь, постараюсь сейчас себе наметить место. Так, раз, два, три. Для пришивания, чтобы было не косо. Намечаю я это иглой. Вот так. И потом вот так вот смотрю, к детали оно равномерно, ровно, или я куда-то в бок ушла. Ну, вроде бы ровно. Здесь у меня небольшой промежуток, спинка шире. Вот, может быть, на одну петельку сдвину все-таки чуть назад. Вот, все на глазок, девочки, чтобы хорошо смотрелось. Вот, со всех сторон пытаюсь вот по этой иголке определиться, ровно это сделала или нет. Смотрю, чтобы игла не косила. И начинаю пришивать. Иногда я пришиваю игрушкам руки точно так же, как ноги, с помощью пуговиц. Но ежичкам пушистые эти плечики, так не хотелось их пуговицей прижимать, что я решила им пришить лапки так. Теперь вывели иглу отсюда в центр лапки, в центр колечко, которое мы стягивали, когда закончили вязать. Ввожу иглу, а вывожу вот через вот эти вот 3 ряда убавочек для скоса, вот внизу них. Получается у нас колечко и раз, два, три убавки на скос. Вот под ними вывожу иглу. Вот так. Здесь, чтобы руки не торчали в бок, проколоть нужно чуть пониже. Не через 4 ряда, а я через 6 рядов делаю прокол. Вот раз, два,
3, 4, 5, 6. И нужно немножечко сдвинуть к центру, тоже чтобы руки не торчали, а были как бы больше вперед, на одну петельку здесь. Здесь вязание уходит в другую сторону, здесь нужно будет сдвинуть больше. Будем просто смотреть, как оно будет смотреться, на сколько петель сдвинуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот так ровно. Чуть-чуть сдвигаем, думаю, на парочку петель. В общем, мы ведем ровно по шву. Вот разъединяем пух. Ровно по ряду вот так вот ведем себе. И чуть-чуть вперед к пузику смещаем прокол и проверяю. Сейчас чуть-чуть отодвину иглу. И вот накалываю на то место, где должна быть лапка. Проверяю. Вот видите, будет туда как бы взад торчать, к спине. Поэтому я еще смещу. Еще смещаю сюда. Опять накалываю этим местом, куда буду прокалывать, и проверяю. Вот так вроде бы ровненько ручка подходит. Сейчас мы еще этот круг закончим, подтянем лапки к телу и еще раз все проверим. Вот делаю прокол внизу скоса, вывожу вверху детали, вот видите, вот наискосок вывожу иглу. Кто делал со мной мишку, тот знает, как это делается уже. Ну, для новеньких приходится показывать снова это. Вот, смотрите. Отлично сели ручки. Они торчат в стороны к телу и хорошо расположены по отношению ко всем деталям. Вот так немножко подтягиваю. И теперь этот процесс повторяю 2 раза. Получится у нас 3 таких оборота. Все повторяем. В те же самые проколы повторяем все заново. Ничего другого. Идем по тем же самым отверстиям в те же самые места. Вот, девочки, я закончила 3-й круг делать. Вывела внизу ручки. Теперь я беру и, ну, во-первых, нужно, конечно, все проверить. И чтобы было не сильно затянуто, но и не слабо, чтобы ручки не телепались. Но и не перетянуть, чтобы, ну, так будет некрасиво. Чтобы все было красивенько, чтобы все было плотненько, руки на месте. Все, проверили. Теперь мы закрепляем. Берем, поднимаем лапку. И под вот этими всеми нашими нитями, которые мы по кругу напетляли, нашили, вот так обхватываем ее и делаем узел. И еще один. Не прокалывая нити вообще, под ними проводим, не прокалываем и не нарушаем. Вот, пару узлов сделали. А теперь возвращаем иглу в то отверстие, откуда идет нить. Вот так. И выводим где-нибудь с другой стороны игрушки. А теперь мы должны аккуратненько, потихоньку потянуть, чтобы весь этот угол спрятался, узел, весь этот узел спрятался в игрушку. И у нас под ручкой узла не было видно. Вот так. Постепенно делая такие движения, узелок входит в игрушку. Все. Обрезаем нить и расправляем лапки. Дальше мы пришьем с вами ножки. Я уже постаралась разметить. Надеюсь, что все получится с первого раза. Как мы намечаем ножки? Ну, во-первых, точно так же, как и ручки, пузико у нас немножечко меньше, чем попка. Мы их чуть-чуть смещаем вот сюда вперед. Не по центру детали, а чуть-чуть на 3-4 петелечки вперед к
пузику. Во-вторых, вот этот прокол у меня получается, вот центральные эти 6 петель, с которых мы начинали вязать, это первый ряд. Вот здесь у нас 14 рядов. Получается, что прокол между 14 и 15 рядом. Лапки. Лапки мы прокалываем. Вот это у нас центральный, первое это колечко, второй, третий, четвертый, пятый. Вот от верха детали 5-й рядок. Ну, вот как-то так. Берем большую иглу. Если у вас нет такой длинной иглы, чтобы было удобно, можно спицу взять небольшого диаметра. Вот. И намечаем таким образом. Накалываем все детали. Ножки стараемся вот по боку, по центру это сделать. Естественно, и внутри тоже по центру детали. С косами к телу. Вот. И так, нанизывая деталь на одну основу, детали по очереди, мы определяем, как нам пришить ножки. Ну, я надеюсь, что более-менее у меня все наметилось. Теперь я беру маркер для ткани и все эти проколы обозначаю, чтобы, тем более деталь пушистая, чтобы не потерять. Вот. Вывожу иглу и ставлю тут точки, по которым я буду пришивать. Вот так тоже здесь обозначаю. Здесь. Ну и тут на ножке все проколы обозначаю маркером. Вот так. Теперь мне нужны 2 пуговицы с 2 отверстиями. Можно прозрачные, можно бежевые подобрать под тело игрушки. Большая игла, минимум 15 сантиметров. Ну, я вот нашла, у меня 18. Вот. И я в 3 нити вставила вот тот же хлопок, которым пришивала ручки. Вставила в 3 нити, и вдвойне получится в 6 нитей у нас такое крепление для ножек. Ну и теперь мы будем по очереди все детали прокалывать и пришивать ножки. Вводим иглу вот с этой, начнем с этой лапки, с внутренней стороны. Тут мы поставили с вами точку, но захватываем мы с 2 сторон от этой точки, ну, чтобы давление пуговицы было не только на промежуток у пуговицы, но еще и на вязание. Отступим с 2 сторон по 1 петле, чтобы крепче держалась, не очень сильно давила на пуговицу. Вводим пуговицу. Вот. Как я говорила, уже отступаем в эту сторону петельку. А выводим в то же самое отверстие нить, куда и вводили. Так, протаскиваем нить и проверяем, ничего ли мы не нарушили. Нам нужно, чтобы нити двигались. Вот они у нас двигаются. Все хорошо. Продолжаем работу. Теперь мы вводим иглу в тело по намеченным нашим точкам. Ввожу вот так под углом, и игла у меня толстая, вот так вот поднимаю наполнитель. Видите мое движение? Вот так. Поднимаю наполнитель вот в это место. Если здесь будет пусто, ноги не будут ни стоять, ни держаться, будут телепаться и очень сильно вот так вот сдавиться, будет совсем некрасиво. Поэтому мы, когда набиваем, очень хорошо стараемся дно детали набить. И когда пришиваем ноги, тоже вот иглой стараемся как можно больше наполнителя туда подтянуть. Вот так подтягиваем ножку и продолжаем со второй. Тоже в отверстие, в то, которое наметили, вводим. Здесь вот мне кажется, что сейчас я смотрю, что я нарисовала точку не по центру. Вот сейчас я как раз это увидела, и я введу сюда
иглу и отступлю сюда на 2 петли. Тогда получится у меня по центру пуговица. Вы тоже себя проверяете лишний раз, чтобы потом не переделывать. Чтобы все получилось с первого раза. Вводим пуговичку. Вот так, отступаем петельки. И выводим в то же самое отверстие, в которое вводили. Вот так. Сейчас я вот так проверю, все двигается, отлично. И верну обратно. И буду уже протаскивать сюда. Вот так. Все ниточки подтягиваем. Вот. Все хорошо. И возвращаемся в исходное наше изначальное положение. В то же самое отверстие на теле вводим иглу и выводим аккуратненько вот сюда. Ай, укололась. Аккуратно, девочки, делайте это. Вот так. Ну а теперь самый ответственный момент. Мы завяжем узел и проверим, получилось ли у нас сделать все хорошо. Вначале я не закрепляю. Смотрите, чтобы узел был по ходу. Вот. Если перекрутить, то он вообще не затягивается. Если не затягивается, не пугайтесь. Посмотрите, переверните нити в другие стороны. И вот видите, оно легко затягивается. Если нить идет как положено, все легко, замечательно затягивается. Вот мы. Нить не скользкая, хлопок, поэтому она не скользит. И вот даже с одного узла более-менее держится. Теперь я проверяю, чтобы игрушка выглядела хорошо, чтобы ножки, нравилось нам, как они расположены, чтобы вот тут не было пусто, чтобы хоть небольшой промежуток между лапок был. Вот, чтобы все было красиво, не чересчур сплющили деталь. Ну, теперь нужно расправить все и посмотреть, будет ли она у нас хоть немножечко держать равновесие. Конечно же, эти игрушки с круглыми лапками, они не могут стоять как ваза или как чашечка. Но если более-менее хорошо пришить лапки, то игрушка стоит. Вот, нужно все ножки расправить, видите? Все хорошо, сразу не паникуйте. Они иногда прям вот сию секунду не становятся. Нужно их так хорошо покрутить, чтобы все стало на свои места. Вот, игрушка стоит, все хорошо, красиво, ножки ровно. Поэтому я завязываю покрепче узлы. И вот здесь завязываю второй. Потом вот так поворачиваю, то есть и сзади делаю еще 2 узла. И потом я беру и ввожу хвосты в игрушку, в тело. Замечательно так держатся ноги. Вот я уже сколько лет делаю игрушки, отправляю детям, и никто мне не написал, что игрушка развалилась. Присылают фотографии мне игрушек спустя 5 лет, и игрушки целенькие и довольно прекрасно себя чувствуют. Вот так я вывожу ниточку на другую сторону. Обрезаем, убираем. Точно так же я потом уберу и этот хвост, вставлю в иглу и уберу в тело игрушки. Что еще я хотела показать? Последний. Вот игрушечка сидит. Все хорошо у нас. Вот все прекрасно. Последнее, что хотела показать, это прическа.
Видите, как у мальчишки сформированы иголочки? Ну, имитация таких заострений. Что я делала? Нужно взять совсем немножечко водички, добавить клей ПВА чуть-чуть, примерно 1 к 1. Может, даже клея чуть меньше, чем водички. Так, какой-нибудь кисточкой размешаем это все. Получится у нас такое молочко. И мы будем не сильно. Смысл вообще этих иголочек только визуально сделать красивые фото, ну, когда вы сделали игрушку. Все прекрасно понимают, что дети хотят играться, хотят расчесывать. Очень хорошо себя ведет этот пушок. Практически, ну, там какие-то микроскопические иногда пушинки можно оторвать, но он не лезет. Очень хорошо пух держится. Поэтому, конечно же, особенно если это будет ежулька-девочка, то девочке будет интересно ей что-то там почесать какой-нибудь массажной расческой, и все. Мы именно хотим привести игрушку в порядок, прежде чем сделать красивые фотографии. Естественно, когда мы ее пожмякаем, поодеваем и все, она может там вот как-то так не очень красиво, то мы можем массажной расческой или вот этим же приспособлением липучкой привести игрушечку в порядок, красивенько ей расправить все пушиночки, вот так вот, как солнышко. Вот. А иголочки мы формируем так. С помощью липучки вот так от корешка, вернее от корней от головы, я вот так вот поднимаю все волосиночки. Поднимаем, вытягиваем, вот так вот делаем ее такую с пышной шевелюрой. Вот. А потом вот так вот руками это все вверх задираем. И потом вы берете просто совсем слегка, смачиваете пальцы. Не надо это делать прям совершенно мокрое. Просто чтобы оно легко фиксировалось. И превращалось в такие, как сосульки. Вот такой водичкой, слегка смачивая пальцы, вы немножечко это дело намочите. Вот так. Совсем чуть-чуть. И уже будете формировать ей прическу. Вот так вот скручивая какие-нибудь красивые ей такие вот пики, заострения. Вот. Если пальцы совсем высыхают, можно опять немножечко. Ну и потом, естественно, дать этому делу немножко подсохнуть. Хотя оно сухое. Просто оно не будет сию секунду все распадаться, будет держаться. Вон у ежика отлично держится. Но оно все мягкое. Вы должны понимать, что оно не должно быть как намазано серьезным клеем и стать они жесткие. Они все мягкие, эти вещи, эти иголочки просто благодаря этой процедуре немножечко держат форму. Ну вот, уже совершенно другой вид у игрушки, согласитесь. Уже она аккуратная такая. И так мы делаем на всей голове. Вначале такими пиками, а потом я еще делила вот такими большими пучками. А потом делила еще на вот такие какие-то иголочки. Вот. Надеюсь, вам понравится работать над этими замечательными ребятами. И вы выберете, кто вам нравится больше. Нравится вам моська поменьше или вам нравятся вот такие вот лобастенькие, как у мальчика. И будете вязать себе таких замечательных ежиков. Спасибо за внимание. Ваша Янина Ольга. Удачного творчества!